1970-х годах во Флориде произошла серьезная проблема, связанная с огромным количеством старых шин, которые постепенно накапливались в различных свалках. Сложности переработки таких отходов тогда были крайне актуальны. Технологии переработки еще только начинали развиваться, и эффективные методы утилизации старых автомобильных покрышек не существовали. Вместо этого шины просто сваливались неподалеку от городов, занимая обширные участки земли и создавая огромные свалки, которые становились настоящей экологической проблемой. К тому времени, когда загадки старых шин продолжали накапливаться, власти Флориды столкнулись с достаточно серьезной проблемой. Необходимо было найти решение, которое бы устраивало как жителей, так и экологов. К сожалению, большинство земельных участков были уже заняты или не подходили для создания свалок, что создавало дополнительные волнения и возмущения среди населения. Люди начали жаловаться на невыносимый запах и появление вредителей, которые стремились обосноваться в негерметично закрытых местах хранения. В начале 1970-х годов эксперты начали задумываться о том, как можно решить эту проблему нестандартным способом. Шины работали на полную мощность, бесполезные и неиспользуемые, однако они по-прежнему были довольно прочными и могли быть использованы в других целях. Вскоре власти штата пришли к довольно неожиданному решению. Если шины мешают на суше, то почему бы не использовать их в воде? Это была идея, которая и стала основой для нового проекта. Использовать старые шины для создания искусственного кораллового рифа, который станет домом для морских жителей. Идея не только обещала решить проблему отходов, но и оказала положительное влияние на местную экосистему и рыболовный промысел. Ранее подобные рифы строили из бетона, но это было дорогостоящее решение. Использование покрышек казалось более экономически целесообразным и экологически обоснованным. Весной 1974 года власти Флориды одобрили проект, ставший поворотным моментом в утилизации старых шин. В 2 километрах от берега на дно Атлантического океана было решено сбросить 2 миллиона шин, которые надежно закрепили с помощью металлических зажимов и нейлоновых веревок. Этот процесс стал революционным шагом, предложивший новый подход как к проблеме утилизации, так и поддержанию морской жизни. Шины, сброшенные на дно, стали основой для нового экосистемного проекта, получившего название «Морской каньон». Изначально все шло по плану. Кораллы начали активно разрастаться на шинах, создавая новое подводное место обитания для множества рыб и других морских обитателей. Новая экосистема предоставила рыболовам больше возможностей, а рыбы начали приходить в этот искусственный риф, привлекая внимание многочисленных наблюдателей и экспертов. Это можно было считать успехом. Старые шины не только решали проблему утилизации, но и, казалось, вносили свой вклад в процветание подводной жизни. Вскоре риф стал важным элементом экосистемы, который поддерживал баланс и разнообразие морских обитателей. Такое решение также обрадовало местных жителей и рыболовов, которые вскоре заметили увеличение численности рыбы. Однако со временем все изменилось. Хрупкие металлические крепления, способствовавшие удержанию шин на дне, оказались не столь прочными, как предполагалось. Чрезмерное воздействие морской воды и сильные течения начали разрушать эти соединения. Шины стали разноситься по всему дну океана, постепенно разрушая другие рифы и старые экосистемы. Со временем искусственный риф из старых шин вместо поддержки морской жизни стал представлять собой настоящую угрозу. Приливные силы и сильные шторма начали разрушать структуру рифа, и старые шины начали загрязнять окружающую среду. Вместо того, чтобы помочь морским обитателям, искусственный риф стал им вредит. Этот процесс лишь углублялся, и вскоре было ясно, что вместо создания благоприятной среды для наиболее уязвимых обитателей океана шины начали сбрасывать токсичные вещества,
которые отравляли как местную флору, так и фауну. Эти токсичные вещества были результатом разложения резины и других химических процессов, которые происходили под действием морской воды. Исследования, проведенные учеными, подтвердили, что выброс токсичных веществ из шин представлял собой серьезную угрозу для морской экосистемы. Исчезновение кораллов и другие изменения в жизни подводного мира начали угрожать местным рыбным запасам и увеличивать риск для здоровья высших хищников, зависевших от рыб как от основного источника питания. Ситуация стала критической, и власти, осознав, что их первоначальное решение обернулось катастрофой, начали операцию по извлечению старых покрышек с морского дна. Однако задачи оказались более сложными и затратными, чем предполагалось. Кампания по извлечению началась в начале 2000-х годов, но даже несмотря на масштабные усилия, к 2007 году на поверхность было поднято только 73 тысячи шин из 2 миллионов, оставшихся в океане. Проблема оказалась многоаспектной. Кроме неэффективности процесса извлечения, восстановление экосистемы потребовало значительных временных затрат. Экологи предположили, что полное восстановление местной фауны и флоры может занять не менее 50 лет. Это были годы восстановления, и, к сожалению, многие виды, особенно те, которые уже находились под угрозой исчезновения, не смогли вернуться к изначальному состоянию. Ученые и экологи начали разрабатывать стратегические планы для преодоления последствий, но временные рамки продолжали нарастать, оставляя под угрозой тысячи морских животных. Спустя несколько лет после начала вывода покрышек из океана было очевидно, что проект не только не оправдал ожиданий, но и привел к последствиям, о которых никто не мог даже подумать в начале 1980-х. Восстановление экосистемы и устранение последствий этого амбициозного проекта останется одной из самых ярких и поучительных историй о том, как порой даже лучшие намерения могут иметь неожиданные, а иногда и катастрофические последствия. Сегодня история о морском каньоне служит важным уроком для экологов и исследователей, стремящихся найти решение проблем по утилизации отходов. Этот случай напоминает о важности комплексного понимания экосистем и взаимодействия человека с окружающей средой. Поскольку массовое использование искусственных рифов все еще актуально, необходимо более тщательно анализировать последствия, которые они могут вызвать, и пытаться избегать катастроф, подобных той, что произошла во Флориде. Таким образом, история с искусственным рифом из старых шин во Флориде запомнится не только как попытка решения проблемы, но и как яркий пример того, как порой благие намерения могут обернуться серьезными экологическими проблемами в будущем. Чтобы подобные ошибки не повторялись, важно извлечь уроки из этой истории и при возможности применять более безопасные и эффективные методы, поддерживающие экосистему, а не угрожающие ей. Эта увлекательная, но трагическая история станет напоминанием для будущих поколений. Забота о природе – наша общая ответственность.